Оп. Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях врач-уролог Георгий Киракозов. Здравствуйте. Как вы решили стать врачом-урологом и как вы выбрали эту профессию? Вот. Слушайте, это был долгий путь, и я долго пытался стать врачом, выбирал, нужно ли это, не нужно, думал. В результате как-то пришел к тому, что все-таки, наверное, надо до конца доучиться. И в момент, когда я закончил учебу, в принципе, к сожалению, а может и к счастью, про урологию у меня, наверное, не было вообще никаких мыслей, понимания урологии. Вот. Но как-то я так подумал, почему бы и нет. Я много перепробовал разных практик медицинских в разных учреждениях, поработав, да, и понял, что дети точно нет. Педиатрия. Очень интересовала именно хирургия, что-то делать своими руками. И урология позволяет работать как и амбулаторно, так и делать хирургические манипуляции, операции. И, в принципе, правда, это я уже понял только когда начал учиться. Да, то есть, но в целом случайный выбор. Бывает ли у вас выгорание и как вы с ним справляетесь? Да, выгорание существует, особенно при больших объемах работы. Часто устаешь, количество пациентов большое, и каждому надо уделить внимание, понять суть его проблемы и попытаться решить ее как можно быстрее и как можно качественней. Как же справиться с выгоранием? Ну, в основном это, наверное, какой-то отдых на природе, путешествие, рыбалка, встречи с друзьями. Но в целом, да, это отпуск, который, мне кажется, при выгорании необходим, потому что иначе невозможно отключиться даже за 2 выходных дня, это очень мало. Насколько сложно сказать человеку о том, что у него рак, о том, что он болен? Ну, наверное, это в основном сложно в начале своего опыта врачебного, да, потому что в институтах медицины не учат об этом, что, кстати, очень зря. Нет каких-то таких занятий. Во всяком случае, в моем выпуске, когда я учился, не было разговоров о том, как это сказать, как преподнести, да, и становится в начале карьеры, конечно, это было достаточно нелегко. Потом становится легче, но так или иначе я лично стараюсь с пациентами это обсуждать очень открыто и объясняем, что мы будем стараться ему помочь в этом диагнозе и решить и вылечить его лучшими способами, которые на сегодняшний день известны. Расскажите, пожалуйста, побольше о том, что такое рак простаты. Рак простаты – это онкологическое заболевание предстательной железы, которое часто бывает асимптоматично. То есть иногда мужчины не подозревают даже, что у них есть онкологическое заболевание простаты, и, соответственно, ходят с ним долго. Поэтому очень важен скрининг этого заболевания. Но о нем мы поговорим чуть позже. Вы сказали, что зачастую нету ярко выраженных симптомов. Значит, когда-то они все-таки есть, и какие они? Значит, заболевание симптоматическое в характере рака простаты, это уже, к сожалению, скорее всего, говорит о том, что пациент находится в запущенном состоянии. Да? То есть это может быть проблемы с мочеиспусканием, которые вызваны раком простаты. Это может быть примесь крови в моче, какие-то другие симптомы связаны, допустим, если это метастатическое заболевание и метастазы в легких, то это будут проблемы с легкими, да. Но вот в основном это начинаются проблемы с мочеиспусканием, но это, как я сказал, уже запущенные случаи, да, то есть стараемся все-таки направлять людей раньше на обследование и изучение, чтобы они были в скрининге. А насколько опасен этот вид рака, насколько он часто встречается и насколько легко от него умереть? Он встречается достаточно часто. Если не ошибаюсь, в 2023 году было диагностировано 1300
300 случаев рака предстательной железы в Латвии за год. И умереть от него можно, но он также поддается лечению, если вовремя его обнаружить, то, в принципе, результат достаточно хороший. Но, опять же, зависит от того, какая стадия, на каком моменте мы поймали это заболевание и как он будет реагировать на лечение. Это, опять же, очень индивидуально. А какая возрастная группа наиболее подвержена этому заболеванию? В принципе, если и смотреть на то, в целом вообще, кто подвержен риску, да, то это мужчины, начиная с 50 лет, и, соответственно, чем старше мужчина становится, тем больше у него риск заболеть раком предстательной железы. Но в основном для скрининга мы смотрим пациентов, начиная от 50 лет и до 75. Да, там дальше уже мы их можем изучать, но дальше очень сильно зависит от того, насколько пациент здоров, не имеет побочных заболеваний, каких-то сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний головного мозга и в целом, да, то есть если он достаточно крепкий для лечения, то, конечно, мы будем это делать, да, но это, опять же, индивидуально. Но начиная с 50 лет обязательно всех мужчин надо проверять, и тех мужчин, у кого был у родственников, у отца, у дедушки рак простаты, мы начинаем проверять с 45 лет. А насколько сложно лечится рак простаты и... Да, как я уже сказал, в принципе, лечится он в зависимости от того, какая стадия. Да. Бывают случаи, когда мы его даже не лечим, мы просто наблюдаем. Да. Но это не значит, что мы не будем его лечить или не случится так, что его нельзя будет вылечить. Это такой тоже момент, когда надо с пациентом обсуждать риски и взвешивать вместе. Да. Допустим, часто пациенты спрашивают, что мне делать, скажите, да, и как мы будем действовать. Но я стараюсь так объяснить пациенту, чтобы он понял, какие у нас есть шансы и возможности, и тогда он выбирает сам. Пациент должен сам выбрать подходящий для себя вид лечения и так далее. И нужно ли вообще его. Некоторые говорят, что не надо мне уже диагностировать, я старый, у меня куча болезней, ничего не хочу. Но, опять же, да. Какие есть виды лечения и насколько они травматичны? Как я сказал уже, что получается так, что, значит, все зависит от стадий, да, если у рака простатной железы есть 3 категории, это низкоагрессивный, среднеагрессивный и высокоагрессивный рак простаты. То есть после того, как мы обнаружили, какой же у нас вид этого рака, мы действуем. Если он низкоагрессивный, найден в предстательной железе в очень маленьком процентуальном соотношении, то и пациент еще молодой, то иногда мы наблюдаем. Если мы даже чувствуем, что пациент молодой, рак не агрессивный, но его нашли очень во многих биоптатах, да, предстательной железы, либо он как-то очень высокие плохие анализы, то тогда мы прибегнем к лечению. Да, опять же, то есть все очень сильно индивидуально. Насчет травматичности, если его уже лечить, то, конечно, это имеет последствия. Да. В основном, если мы лечим пациента, то у нас есть выбор так называемого радикального лечения. Это будет либо радикальная хирургическая операция, либо лучевая терапия. Да, и от этого будет зависеть сложность восстановления, также зависит от того, насколько пациент, насколько он пожилой, насколько он может перенести хирургическое лечение, да, и если он молод, но у него очень большие проблемы с сердечно-сосудистой системой, тогда мы, конечно же, прибегаем к лучевой терапии. Каждый вид терапии имеет свои последствия, осложнения, которые мы обсуждаем и все-таки выбираем нужный метод. Вы упомянули некие биоптаты. Что это? Биоптаты – это вид диагностики рака предстательной железы. Соответственно, чтобы его доказать, да, анализа недостаточно. Очень часто бывает, что анализы у пациента плохие онкологии там нет. Также бывает, что анализ на рак предстательной железы, он в норме, но при этом мы все равно находим рак.
да. Соответственно, когда у нас есть подозрение на это, мы первым делом отправляем пациента на диагностику, визуальную диагностику, то есть это магнитный резонанс предстательной железы, и только лишь тогда, если там находят подозрительные какие-то очаги, тогда я направляю на биопсию простаты, и, соответственно, биопсия — это когда берут клетки предстательной железы на обследование на наличие рака простаты, да, и, соответственно, один биоптат — это один забор клеток предстательной железы, то есть это будет биоптат. Какие есть побочные эффекты от лечения? Ну, они могут быть разные, в зависимости, опять же, от вида лечения. Если мы выбираем радикальную простатэктомию, хирургическое лечение, то там могут быть осложнения хирургические, это кровотечение, может быть, рано инфицироваться может, да, а если уже смотрим после хирургического лечения, то может быть проблемы с содержанием мочи, да, это уже дальше зависит от вида хирургической операции. Была ли это открытая радикальная простатэктомия, лапароскопическая, либо роботассистированная операция. Да? То есть чем качественнее, скажем так, при лапароскопической и роботассистированной простатэктомии риски на недержание мочи ниже. Да? Но как показывает практика, есть хирурги, которые делают и открытым способом очень хорошо операции, и результаты тоже очень хорошие, соответственно, риски меньше. В основном недержание мочи восстанавливается где-то примерно через месяц до года. Это из таких, когда мы говорим, что то, что может доставлять больший дискомфорт, конечно, дальше может быть эректильная дисфункция, при лучевой терапии может быть постлучевой цистит и поражение внутренних органов. То есть, тут очень большой спектр, поэтому надо каждого пациента индивидуально обсуждать с ним, что будет, что мы будем делать дальше и все этапы лечения. Каковы шансы на полное выздоровление и возможно ли оно в принципе? Да, в принципе, возможно. И есть пациенты, которые после, допустим, радикальной лучевой терапии плюс гормональной терапии, они входят в стадию ремиссии, у них нет ничего, и мы контролируемся, и все хорошо. Но есть, когда, к сожалению, рак возвращается обратно. Возможно ли после лечения рака простаты иметь детей? В принципе, я думаю, что если мы не брать во внимание гормональную терапию, то да, но в целом обычно это все сопутствуется гормональной терапией. Какой либо короткой, либо длинной. Либо наблюдением. Да. Часто он встречается, как часто надо проверяться у врача? В моей практике он встречается достаточно часто, как мне кажется, да, но опять же зависит от объема пациентов, если их много, то его это и будет встречать чаще, да. Какой был еще вопрос там? С какого возраста? Возраст, значит, начиная с 50 лет мы начинаем проверяться на рак простаты. Какие есть факторы риска для возникновения рака простаты? Возраст. Чем старше становимся, тем, в нашей популяции, да, есть же в Африке у них чаще встречается рак, но у нас таких пациентов мало, и, соответственно, пока я не беру этого внимания. Да, то есть, может быть, если жить где-то в южной стране или вы жить где-то в Лондоне, то, конечно, это надо брать во внимание. Но в основном это чем старше, тем больше шансов. Влияют ли вредные привычки на возникновение рака простаты, там, курение, алкоголь, например? В принципе, конечно, да. Любые вредные привычки влияют на развитие онкологии, любой онкологии. Поэтому сказать нет, наверное, неправильно. Также есть ли какие-то инфекции, которые способствуют развитию рака простаты? Нет, я не припоминаю так, чтобы сразу сказать. Возможно ли отслеживать риск возникновения рака простаты через генетическое древо? Да, как я сказал, то есть если у нас в ближайшем родстве был у кого-то рак простаты, то есть риск генетически можно перенять эту онкологию, поэтому рекомендуется
знать об этом, говорить с родственниками, чтобы отцы говорили своим детям и вовремя все контролировать. Существуют ли какие-то специфические способы профилактики? Нет, таких нет. Как поддержать родственника, родителя, если у него обнаружился рак простаты? Я думаю, что это важно разговаривать, да, и, в принципе, поддержка семьи важна, разговаривать об этом, поддерживать. Как-то специфически я не скажу. То есть, возможно, это вопрос к психотерапевтам, к психологам, чтобы они подсказали как, да, но в целом, ну, конечно, говорить пациенту, у которого конечная стадия рака простаты, что все будет хорошо, наверное, это неверно, но в целом, я думаю, надо просто понимать и следить за тем, как он развивается, спрашивать у доктора, что мы имеем на сегодняшний день, и как двигаться дальше, и какие риски на то, что пациент будет что он выздоровеет, либо нам надо будет продолжать лечение. Да, то есть, но стараться в целом жить полноценной жизнью. Что категорически нельзя делать при такой болезни? Ну, какие-то народные методы или спортом заниматься нельзя? Спорт, скорее всего, тут больше, наверное, вопрос будет к тому, что, ну, если категорически нет, то это нельзя заниматься спортом и колоть тестостерон, анаболические стероиды, потому что они только спровоцируют. В остальном надо, опять же, как я сказал, жить, стараться полноценной жизнью и, может быть, даже добавить спорт, если его не было, как-то стараться себя физически тоже поднять. Может ли стресс повышать шансы на возникновение болезней и могут ли какие-то пищевые добавки понижать его? Пищевые добавки в целом, они научно никак не доказаны, их сложно проверить, поэтому сложно и ответить на этот вопрос, да. Но в целом, наверное, нет. А какова роль... стресс. Насколько А по он поводу влияет? стресса, в целом стресс, как алкоголь, как и курение, оно в любом случае, или вредные какие-то привычки, оно как-то влияет на человека и может, скорее всего, вызвать рак, и в том числе рак простаты. Какова роль питания в профилактике болезни? Сложно сказать. В принципе, я думаю, что важно правильно питаться. Опять же, это будет относиться больше к тому, как человек живет. Если он ест все подряд, не следит за питанием, конечно, это будет только лишь ухудшать его состояние. Мгм. Насколько важна физическая активность, спорт в профилактике? Я думаю, что это несет только лишь полезный характер в целом. Но опять же, это никак не снижает риски заболеваний. Эм, Может ли влиять на риск использования каких-то гаджетов или ношения тесной одежды? На рак простаты нет, но это может сильно влиять на то, как на фертильность. Да, то есть подогрева сидений в машине, узкая одежда может потом повлиять на то, потенциально сможет ли этот человек иметь детей. Да, но это немножко другая тема, больше про андрологию. Как происходит восстановление после лечения? Опять же, зависит от выбора лечения. И в целом можно делать, опять же, насколько долго происходил процесс лечения, да, то есть если это хирургическое лечение, то тогда там надо восстановление после хирургической операции, это где-то примерно месяц. Дальше можно аккуратно включать в свою жизнь спорт, но лучше это делать, скорее всего, с физиотерапевтами, чтобы восстановилось все правильно и человек никак себе не навредил. Зачастую мужчины реже ходят к врачу, проверяются, чем женщины. Э, Как, как это исправить? Как побудить их чаще ходить к доктору? Ну да, мужчины стараются не ходить, либо в основном это рассказы о том, как жена заставила идти к врачу, да, вот что-то ей там не понравилось, вот она меня погнала. Да, это очень часто встречается, но чем моложе пациенты, я скажу, тем чаще они приходят с вопросом: доктор, я хочу провериться. Для меня иногда это тоже вопрос, если он очень молодой, я не знаю, на что его проверять. Да, нет каких-то скринингов, это, скорее всего, больше в компетенции семейного доктора, да.
да. Но мужчины стесняются ходить к урологам, к врачам, но мне кажется, тенденция идет такая, что с каждым годом все лучше и лучше, что люди... Мы говорим об этом, и об этом надо говорить, чтобы люди просто приходили, лучше провериться, чем потом не знать, что с этим делать. Какие в мире существуют новые технологии для диагностики и лечения рака простаты, и какие вы хотите, чтобы появились в скором времени? Ну, в целом, из того, что оно как бы уже появилось, мы начали использовать магнитный резонанс, чтобы обследовать органы малого таза. Вроде бы это не новый метод, да, но он позволяет нам сейчас делать снимки и понимать, надо ли делать биопсию простаты, которая уже является, скажем так, инвазивной процедурой, да, и не всем, она не совсем приятная, да. Соответственно, из нового что-то в Латвии того нет, допустим, робота для операции на предстательной железе. То есть это когда хирург непосредственно делает операцию один сам. Сейчас в Латвии есть из того, что это не последнее, но из того, что используется, это лапароскопические операции на предстательную железу. Да, но вот в Латвии, может быть, хотелось бы, чтобы был робот. Но, опять же, это не совсем выгодно, потому что кейсов очень мало, популяция маленькая, и это очень дорого. Возможно, вы знаете про какие-то ведущиеся разработки в этой индустрии. В основном ведутся исследования на то, что делать после того, как мы, допустим, прооперировали онкологию, и что происходит дальше. То есть дальше предстоит выбор лекарства, да, то есть это гормональная терапия, потому что рак предстательной железы очень зависим от тестостерона, и ведь гормональное лечение вся включает химическую кастрацию пациента, чтобы не вырабатывался тестостерон. Соответственно, в основном все разработки направлены на то, как этот уровень снизить, потому что, допустим, просто делать уколы, скажем так, которые выключают гормон, это одно, но бывает так, что они не срабатывают, эти лекарства, и онкология возвращается. Да? И вот тогда происходит челлендж для врачей-урологов, какие лекарства подобрать так, чтобы этот уровень сохранить кастрации, чтобы пациент, этот тестостерон не возникал у него. Что такое скрининг и какие его виды существуют? Скрининг рака простаты весьма простой. Это анализ крови на так называемый ПСА. Это простат-специфический антиген, который мы берем у пациента, начиная с 50 лет, раз в год обязательный анализ крови, и тогда уже уролог изучает, надо ли что делать или не надо. Да? То есть это главное, что нужно сделать, сдать анализ крови в 50 лет. Но в моей практике случается, когда, к сожалению, мы находили и в 45 лет онкологию предстательной железы, и, как я уже один раз упомянул, что анализ, часто они приходят, мужчины, и говорят, у меня там анализы в порядке. Да, все отлично, там ниже нормы, но практика показывает, его можно найти, и когда он в средней норме, и тогда просто уролог наблюдает пациента и смотрит, как меняется этот анализ, но это не значит, что он придет к тебе через год. Да, если, допустим, у меня есть какие-то подозрения, то мы начинаем встречаться чаще, раз в 3 месяца, если необходимо еще чаще, и следить за изменениями анализа. То есть в основном скрининг — это обычный анализ ПСА, либо общий ПСА. Да. Это то, что надо сдать раз в год. На этом все. Спасибо. У нас в гостях был врач-уролог Георгий Киракозов. Спасибо.